друзья! Вы на канале Иная Реальность. И с вами я, Иная. И мы всегда получаем то, чего желаем. А сегодня кармическое полнолуние, как многие его называют. И поэтому наш эфир называется «Решающее полнолуние». Мы посмотрим энергетику полнолуния в целом, а потом настроимся на 4 позиции и посмотрим, на что вам необходимо решиться для того, чтобы сдать экзамен и быть достойным новой реальности, которая откроется нам сразу после магического полнолуния. И вот энергетика полнолуния – это Манас и Исса. То есть это как раз смотри в свой страх. Ты маг, ты творец своей реальности. Но Исса – это внутренние блоки, страхи туда, куда мы не хотим идти. Но там обязательно наш ресурс и наша сила. Поэтому вот нам уже как бы энергетика подсказывает, что все-таки придется Урус, да, проявить силу характера, волю, и Тейвас, и смелость. Вот смотрите, это действительно решающее полнолуние. Я не ошиблась, когда так назвала свой эфир. Энергетика, вы можете эти руны взять как мотивирующие, вы можете сделать их своим таким лейтмотивом ближайших 2 недель. Особенно для тех, кто чувствует энергетику рун, этот став поможет вам решиться. Решиться на что-то важное, глобальное в вашей жизни. На что мы посмотрим сейчас через 4 позиции. Но еще немножечко про энергетику полнолуния сегодняшнего в целом для каждого из нас. И это королева жезлов. Творческая энергия и на обороте 21 аркан мир. И тут влюбленные рядышком, прям хочется их ложить и ложить. Но смотрите, действительно здесь творческая энергия и энергия завершения. То есть тебе нужно решиться и закрыть какой-то гештальт. Я не удивлюсь, если это будет с каким-то близким человеком, а также влюбленные это сделай выбор. Решись, рискни, пойди на какой-то кардинальный поступок. Королева жезлов – это, вы знаете, энергетика такая самостоятельная, самодостаточная, но очень творческая, легкая. Поэтому настраивайтесь, пожалуйста, на вот этот лейтмотив, что в легкости, в радости, в творчестве, без всякой войны, борьбы мы решаемся на что-то новое. И давайте тотемчик на полнолуние возьмем, посмотрим. Иногда тотемы очень красноречивые. Так, полнолуние наше решающее. И тотем для нас, для всех, это, это барашек, баран. Баран, который лезет в гору, да. Мы понимаем, что здесь, ну вообще это Вовне, да, полнолуние Вовне, и здесь энергетика барана, как раз это одна и та же, в принципе, энергия, это овновская энергия, то есть через определенный труд ты достигнешь успеха. Все-таки здесь про то, что придется прилагать усилия. Да, безусловно. Настраивайтесь на, ну вот, на такую, знаете, внутреннее вот мужик сказал, мужик сделал, да, то есть вы уже, если решились, вы уже обязаны действовать. То есть передумать вы не имеете права. Ну, как-то вот так. То есть вам как судьба этого не простит. То есть вы упускаете свой шанс. Поэтому попробуйте сделать что-то такое, о чем вы точно не пожалеете, а это значит в радости, в гармонии с собой, в любви к себе и к этому миру. Но усилия будьте готовы прикладывать. Совет для нас, для всех. Император – это тоже энергетика очень интересная. Смотрите, энергия, во-первых, огненная, контролирующая, тоже решительная и властная. Структура, жесткость и стабильность. Бразды правления в ваших руках. Отстаивайте свои интересы, принимайте решения, управляйте ситуацией. Ну вот оно, решающее полнолуние. Берем ответственность на себя.
Ну и, наверное, еще Таро звезд. Такой будет у нас кратенький предварительный настрой. Это для того, чтобы наши 4 позиции потом заиграли всеми полутонами. И пожелания от наших учителей. И здесь у нас пробуждение Земли, места силы, лей-линии, доверьтесь своему пути. Но смотрите, здесь действительно про путь, про то, что Земля пробуждается, она дает энергию. Здесь у нас Урус, здесь у нас Тейвас. Это энергии такие подъемные. То есть обратите внимание, что вы можете поймать сейчас мощную волну, именно энергетика Земли дает хорошую волну. Вы можете почувствовать энергию в своем теле, вот, которую раньше вы не ощущали. Появляются силы на вот это вот барашковое восхождение. Понимаете? Потому что, чтобы барашек куда-то шел, у него должны быть силы. И для того, чтобы совершить, вы знаете, какая энергетика прорывная у императора, как он изображен у Ошо, как рвущий цепи, да? Представляете, какие лидерские качества и какая сила должна быть. И вот здесь вся сила сконцентрирована у нас. Нижний поток очень мощный сейчас. Мы движемся с вами, все-таки не забываем, к точке, которая называется планетарный Новый год, и Земля пробуждается. Вот поэтому нам и говорят пробуждение Земли, места силы, лей-линии. То есть, безусловно, работа на местах силы, на природе, в гармонии с планетой, медитации, все, весь материнский поток, весь женский поток сейчас служит нашему успеху. И, естественно, материализация. Здесь правит материализация. Недаром нам сразу дали мага и истина в тебе, Исса. То есть бери свою волшебную палочку и действуй, совершай, в общем-то, все, к чему ты готов, к чему готова твоя душа. Вот такая пошла у нас энергия. Настраивались мы, по-моему, замечательный настрой получили. Так, и... Господи, ага. Так, барашка сюда. И мы с вами 4 позиции. Вы загадывайте, пожалуйста, дорогие мои. Ставьте лайки, подписочки, пальчики вверх. Я от вас жду. Так, и мы с вами переворачиваем наших дракончиков. Переворачиваем. И вы можете выбирать любую позицию. Специально их перемешиваю. Так. И мы с вами задаем вопрос нашим учителям, на что необходимо решиться. И мы знаем, что за этим решением стоит, естественно, какой-то страх, блок. Нам уже по Исса нам показали, что там есть какой-то страх. Самое время идти в свои страхи, то есть решение за вами. Но в какой страх? Мы очень часто, знаете, даже свои страхи стараемся не замечать. Вот я замечаю, что люди часто говорят, я ничего не боюсь. Может быть, и вы относитесь к такой категории людей, которые говорят, я ничего не боюсь. Но трезвомыслящий человек понимает, так не бывает. Так не бывает. Так не бывает, и это понятно почему, потому что мы расширяем границы нашей реальности, а значит, мы идем в новое. А новое – это неизведанное. А неизведанное – это всегда стресс для любого ментала, да. Поэтому я думаю, что вы прекрасно понимаете, если вы собираетесь идти в новое, как-то трансформировать себя и как-то менять свою жизнь, соответственно, вы столкнетесь с какой-то стрессовой ситуацией, а стресс – это значит страх. То есть все очень просто. Поэтому не будем жить в иллюзиях. Даже если вам сейчас, в том месте, где вы сейчас находитесь, вам не страшно, вам комфортно, потому что это ваша зона комфорта. Она уже изведана вами. Вы ее познали, вы ее освоили. Но жизнь не стоит на месте, и открываются новые возможности. И вот это уже будет неким испытанием. Интересно,
Какие у нас идут руны? Дагас и Ингус. Прямо руны расширения, это, знаете, квантовый скачок, вперед и вверх. Вперед и вверх, смотрите, все мои дорогие. То есть мы явно выходим за пределы, за границы наших реалий. Причем, что интересно, это в союзе с жизненной силой происходит. То есть, знаете, это не движение против ветра, когда все против меня, но я иду, несмотря ни на что. Нет, несмотря на расширение, несмотря на квантовый скачок, это выглядит как движение по ветру, да, вот как бы по волне, да, по какому-то, как бы я сказала, вдоль вот этого потока Млечного Пути. Вот я прямо вижу, как вся Вселенная как будто бы вот вращается, да, и представьте себе, что огромное количество планет, там, звезд, все это спутники, да, метеориты, все это вращается и вот увлекает за собой вас, ваше сознание. И это движение с потоком придает вам силы. Это какой-то, знаете, прям вот сейчас ощущение, как вот какой-то парад, как будто бы все, вот да, влюбленные, видите, движение с потоком. То есть сейчас вы принимаете решение, очень хорошо будет, конечно, вам двигаться с единомышленниками. По влюбленным, естественно, идут у нас кто? РД. Близнецовые, РД. Поэтому всех вас приглашаю. У нас будут врата колесница. В потоке РД мы работаем. Коллективная будет практика. Какого числа скажу позже, но это будет условно через неделю приблизительно. 10 дней, может быть. Вот. И мы с вами поработаем в потоке РД, раскроем наши потенциалы, наши возможности. Так что, если резонирует, под видео вы найдете ссылочку и прочитайте, пожалуйста, все про наши практики. Вот смотрите, пчелочка. Пчелка – это наши поля Меркаба. Это как раз тоже состояние, когда мы часть единой системы, мы тоже двигаемся как бы все вместе строим что-то, да, единое, единое целое, единая наша сотовая вселенная, да, сотовая Земля. Так, что я еще не ложила? Давайте совет для вас еще положим. Надо, наверное, из психологического взять. Может, страхи пойдут, да, какие-то точно. Так. Первая позиция. Вторая. Третья, четвертая. И хочу сказать, что наш видеотренинг как раз начался. Интересно, двойка Земли, да, опять выбор. Смотрите, как интересно. Практичность и выгода. Выбирайте с точки зрения максимальной пользы, да. Вот смотрите, прям такое вот решающее полнолуние. Мы выбираем. Что мы выбираем? Как мы выбираем? Мы выбираем с точки зрения своего страха. То есть, раз это страшно, я это не выбираю. Правильно? Так тоже можно выбирать. Мне это трудно, мне это страшно. Поэтому зачем? Не надо мне это. Я пойду туда, куда проще, легче. И не страшно. Но это часто бег по кругу, поскольку это ваша зона комфорта. И вот наши как раз мастера проходят сейчас наш видеотренинг, чтобы выйти из зоны комфорта, чтобы сделать вот этот прыжок веры. Вот смотрите, какие страхи у всех, просто потрясающе. Один только светленький. Так, и смотрите, дар исцеления. Вот такое исцеляющее у нас полнолуние. Замечательно. Ну и напоследок я положу, естественно, пару звезд. И мы с вами будем распаковывать. Есть у меня еще, правда, темная колода. Но мне кажется, обойдемся без нее. Не все так страшно. Так. И четвертое. И если вы готовы, пишите «Я готов», «Я готова к трансформации». Это усилит
вашу трансформацию. И здесь у нас хироэд, тоска по дому, стремление к звездам. Вот прямо вот, вот смотрите, вот ощущение вот это вот Млечного Пути, да, вот это вот спиральная наша галактика, да, вот прямо как я видела, да, и вот маленькая фигурка здесь человека, может быть, вы видите, и вот такое впечатление, да, вот он вслед за звездами, вот эту картинку я прям созерцала, пока я вам рассказывала, вот настраиваетесь, как будто бы мы прям вслед за звездами, именно по волнам Вселенной. Итак, пальчики вверх, подписочки, мои любимые РД, мои дорогие. Здравствуйте, Алла, Людмила, Елена, Татьяна. Рада вам, мои дорогие. Спасибо, что поддерживаете меня в прямом эфире. Ну и, конечно же, все, кто смотрит меня в записи, тоже вас нежно обнимаю, люблю, целую. И мы полетели. Полетели. Первая позиция, тайм-код. И смотрим ваш тотемчик. Вернее, это ваша энергия. Ваша энергия огненная, король, дракон огня. Смотрите, обычно люди такого склада, они, ну не то, что ничего не боятся, но они решительностью обладают, достаточно большой решительностью для того, чтобы рискнуть. Энергия огня, она рисковая. Поэтому страхи у таких людей присутствуют, но часто им присущ героизм и переоценка своих сил. То есть вот они могут, например, просто переоценить себя. Им кажется, что они это смогут, а реально они к этому не готовы. И что им присуще часто, они не могут пережить свое поражение. Им нужно обязательно быстро, сразу и идеально. Вот все хорошо должно быть. Все. И они должны просто красоваться, да, на фоне вот своего успеха. Манас, ваша руна Манас и Вунья. Давайте-ка я буду убирать все-таки, потому что я хочу одну позицию, чтобы вы видели. Так, вот. Манас и Вунья. Смотрите, вам нужно раскрывать ваш дар. Тут прям дар, прямыми словами. У вас есть парапсихологические способности, у вас есть дар. И, в принципе, вот пойти в это, стать тем, кто вы есть, не знаю, вы должны почувствовать, кто вы есть. Рыцарь мечей. Ну да, здесь какой-то такой интересный. Ух ты, какой у вас тотем. Кабанчик. Кабанчик. Но он такой кабанчик, тоже такой серьезный зверь на самом деле. Кто встречал кабанчика в лесу? Вот, то есть, в принципе, у вас много энергии, харизмы, силы, и вы можете сейчас реально атаковать. То есть по кабану видно, что вы... Ну, во многих лесах кабан – это самое крупное животное, и часто он ведет себя совершенно, так сказать, разнузданно. Вот, и поэтому я так думаю, что у вас будут какие-то моменты с лидерством связаны. Я уверена, что по нас, по магу, вы будете лидировать, по рыцарю мечей вы будете задавать даже тон и даже жару, возможно, кому-то. Потому что рыцарь мечей, он придаст вашему характеру какую-то, может быть, где-то несговорчивость, колкость, но вот здесь вот коучингом каким-то реально веет, потому что, может быть, вы настроите кого-то, вот знаете, из-под кнутом, да, вот кого-то, как будто бы и себя заодно, идти в новое, раскрываться неизведанному, прям, знаете, вот ощущение в атаку и все. Какой у вас тут еще страх? Ух ты, ловушка, мертвая зона. Классика. Классика для вас. Вы себя, видимо, в чем-то убедили, уговорили. Например, что у вас никаких способностей нет. Либо что, может быть, еще не время. В общем, в любом случае вы отгораживаетесь от какого-то своего очень мощного дара. Какой у вас дар? У меня были предыдущие эфиры, связанные с этим. Вы можете посмотреть.
и раскрыть больше именно свою способность к чему-то, но оно у вас точно есть. Смотрите, у вас колесо фортуны, шанс изменений, новый жизненный этап. Все, что происходит, помогает вам выйти на новый уровень, оставайтесь открытыми к появляющимся возможностям. Ну, смотрите, вам не удержаться в старой зоне комфорта. Вы что-то оттягивали, вот явно здесь по ловушке мертвая зона. Вы куда-то не хотели смотреть, не хотели в это идти. Вам все время казалось, что это не про вас. На самом деле в вас живет настоящая магия и настоящий дар, и вы можете служить людям. Ну, абсолютно. Древние киты и касатки. Пусть все услышат вашу песню, звук и глубина. Это прямо наши учителя, вот кто постоянно со мной в практиках, те знают, что древние киты и касатки это нас ведут. Именно эта раса, допотопная цивилизация. И вот смотрите, может быть, вы вспомните себя, свое происхождение, но в любом случае вот этот период вы точно не забудете никогда. Он у вас будет кардинальным. Позвольте как бы судьбе повернуться. Вот у меня сейчас такое ощущение, вам хочется сказать, не пытайтесь сейчас заглянуть, что будет за поворотом. Я прям вижу, как вы знаете, буквой «Г» шею свою так изгибаете, как в мультиках показывают, и пытаетесь посмотреть, что там за поворотом. Здесь надо, знаете, главное рискнуть, главное пойти, там будь что будет. И еще вот явно видно, что у вас такой вот этот вот дар воодушевлять других людей. Поэтому и не исключено, что ваша цель взять на себя какую-то функцию воодушевления, как будто бы показать другим, куда необходимо двигаться, куда необходимо идти. Но вы все, скажем, результаты ваших изменений вам до конца никак не будут известны. Вот по колесу фортуны никогда не знаешь, что ждет за поворотом. Но и не надо, Вам даже древние киты и касатки говорят: поточность. То есть воспитывайте, у вас очень много, знаете, такой харизмы, добавьте себе поточности, не пытайтесь контролировать, потому что, возможно, вот эта ловушка мертвая зона, вы в это не хотите идти только по одной причине: это непредсказуемо. Вам нужна только победа, вам нужен прогнозируемый результат. И я хочу для вас еще одну карту взять, потому что вот пусть будут тени все-таки для вас. Вот это вот ваша фишечка, которая вас так останавливает. The speaker of the truth, говорящий правду. Ну, смотрите, вот истинные желания вашей души, это для вас, скорее всего, тут на травму похоже, когда вы долго жили не так, как вам хочется, а так, как получается. А сейчас как бы можно. Вот можно жить и радоваться. Можно реально осуществлять свои мечты. Можно реально жить по сердцу. Вот посмотрите в глубину своего сердца. На самом деле, чего хочет ваша душа? И делайте это, именно то, что хочет ваша душа. У вас сил, знаете, будет в 1000 раз больше, когда вы осознаете простую истину, простую вещь. Тут можно сделать, например, ченнелинг со своей душой, можно сделать ченнелинг с учителями, можно настроиться на анахату, помедитировать, да. Есть у меня медитации, связанные с анахатой. Попробуйте раскрыть эмоцию, чувства, эмоции вашей души. Душа знает, душа ведет вас, вам просто надо следовать голосу своей души. Истина проста, будь собой. Но именно это всегда вас страшило. Быть собой, быть тем, кто я есть, быть магом и творцом своей реальности. Это так просто и так сложно. Но вы можете сделать это именно сейчас, в это полнолуние. Я вам этого желаю. Ведь мы всегда получаем то, чего желаем. Вы же помните это. Ну что, первая позиция, пальчики кверху, лайки, подписочки. Мы переходим ко второй позиции. Вторая позиция.
Тайм-код – это у нас дракон Земли. Вторая позиция – дракон Земли. Сейчас я посмотрю ваш тотемчик. И тюленчик. Такой вот у нас тюлень. Дракон Земли и тюлень. Ну, такие вот вы в своей зоне комфорта, себе сидите, все хорошо. Лагус и Адал. Вот так мы сидим, да? Вот такое у нас полнолуние. Так, посмотрим на ваш страх. И ловушка компенсация. Тоже землю роем, еще глубже хотим, да, то есть надо еще зарыться. Недостаточно глубоко, да, мы. Ловушка компенсация. Ну что ж, звезда. Вас воодушевляют и вдохновляют выходить из своей зоны комфорта. Но вы сейчас не готовы. Вот я вижу, что по вашим, да, у вас тут вот паш огня, креативность, старые шаблоны не работают, придумайте нестандартный ход и звезда. Смотрите, тут перед тем, как действовать, вот в это полнолуние вам как стратегию нужно придумать. То есть вот вы не можете прямо сейчас как будто бы резко изменить всю ситуацию. В вашем случае это даже и не требуется. В вашем случае для вас хотя бы обратить внимание на себя, хотя бы помечтать, хотя бы заложить какой-то фундамент на будущее. Перестать делать те действия, которые разрушают вас. Потому что ловушка компенсации – это, ну вы же понимаете, когда у нас есть психологическая травма, мы компенсируем ее чем-то другим. И здесь вы будете избавляться от каких-то вредных привычек, зависимостей, менять свой образ жизни, впускать большую волну творчества, да, в свою жизнь. То есть у вас большая забота. Вот, кстати, забота о теле. Великолепно. Все практики телесные. Пересмотрите, пожалуйста, чем вы занимаетесь вот ежедневно в быту. Точно так же пересмотрите, как вы общаетесь с близкими людьми. Устраивает ли вас ваш бизнес, ваша работа, ваша сфера деятельности. Но от вас как будто бы сейчас не требуется моментально все изменить. Вот ваша ситуация в другом. Ваша ситуация – это изменить мышление. Для начала будет уже хорошо. Изменить ваше мышление, ваше сознание. Приподнимая завесу, сомневайтесь во всем, то, что мешает жизни, должно исчезнуть. Да. Все, что мешает жизни. И здесь могут быть вот реально отношения, вредные привычки. Давайте из тени еще посмотрим. Используйте эту энергию для прорыва с точки зрения ну, вот, гармоничного существования, ежедневного вашего существования. Так, чтобы у вас в жизни появилось место для самого себя. Потому что вот такое ощущение, как будто бы вы сливаете всю энергию в быт, в семью, там, в работу, кто куда уходит, да, но это вас разрушает. И вот сейчас вам говорят, это будет очень мощный для вас прорыв, если вы перестанете так поступать и услышите опять-таки голос ваших учителей по звезде. Да, Тинг, думай. Да, это вот про то, что задумайся, куда ты идешь. Ты явно что-то делаешь не так. То есть ты совершаешь ежедневно действия, которые разрушают тебя. А тебе надо наоборот не вниз, да, а тебе надо наверх, наверх к звездам. Вот. И поэтому такое здесь напряжение чувствуется в вас, тупиковость некая, переполнение эмоций здесь ощущается. Знаете, у вас даже вот идет информация, связь с телом, не ахти, нет, честно говоря, связь с телом плохая, и вы не чувствуете, насколько вы устали. Точнее, вы чувствуете, и вы, скорее всего, обесточены, но то, что вы ощущаете, вы даже не до конца понимаете, насколько реально вы устали. То есть если вас вот сейчас вот взять и перевести куда-то в зону, да, где вы можете отдыхать, наслаждаться, кайфовать, вы не сразу даже расслабитесь, вы только через какое-то время поймете, боже мой,
ах, оказывается, как я устал. Мне кажется, вы в спячку впадете на несколько дней. То есть здесь вот такая позиция довольно тяжелая, вы истощены ежедневными нагрузками. Задумайтесь, что вы делаете и зачем вы делаете. Сделает ли это вас счастливыми? Вот. Паш огня. Креативность, воображение, новаторство. Старые шаблоны уже не работают, придумайте нестандартный ход. Нестандартный ход, то есть вы по шаблону, да, все время двигаетесь. И вот звезда, прекрасный аркан благословения высших сил на то, чтобы вы двигались, видите, открыли себе сами. Обратите внимание, никто вам не откроет, то есть ваш прыжок веры в том, что вы сами откроете для себя эти возможности, но вначале задумаетесь и откажетесь от того, что вас разрушает. Я вам этого искренне желаю. Я вас люблю, целую, обнимаю. Ваша Иная. Пальчики вверх, подписочки, лайки, мои дорогие родственные души. И давайте тайм-код, и у нас идет третья позиция. Третья позиция у нас дракон воздуха. И тотемчик у вас это журавль. Посмотрим руны для вас. Эвас и Дагас. Полетит наш журавль все-таки, да, в небо, полетит. Ну, здесь все про обучение, образование и новую сферу деятельности. Здесь у вас расширяется сознание, расширяются возможности, но очень многому надо научиться. Прям, знаете, вот тут какой-то библиотекарский какой-то труд может быть такой вот. Пишем, запоминаем. Вот, но моментально как-то в дело. То есть здесь у вас как-то на обучение даже нету толком времени. Как будто бы, знаете, все с колес и сразу надо действовать. И это для вас прыжок веры. То есть, вероятнее всего, вы из тех, по журавлю вот этому задумчивому, из тех, кто любит сначала поизучать, а потом уже делать. А ваш прыжок веры в том, что ну некогда, вот как-то так сразу и делать надо. Нет времени, нет времени. Да, король монет и четверка огня. Интересно. Расслабьтесь и получите удовольствие, вы уже имеете все, что хотели. Но, видимо, рекомендация в том, чтобы вы находили время для отдыха. Вас ждет очень плодотворный и, кстати, хорошо оплачиваемый, скорее всего, труд. И в скором времени вы почувствуете свою какую-то, ну вот, себя на своем месте, вот так скажу. Вы почувствуете себя на своем месте, но пока будущее туманно, перспективы совершенно не видны, и вот вам как бы говорят, вот в моменте здесь и сейчас постарайся находиться, и не думай слишком наперед. Делай все, что возможно на сегодняшний день, и постепенно ты увидишь, как ты вырастешь, взрастешь. То есть вот ваша основательность, с одной стороны, она видна, то есть вы очень любите основательно подходить к делу, но развивайте спонтанность. Ваш прыжок веры вот именно в этом. А ну-ка, что тут за страх? Проблема как зеркало отношений. Проблема как зеркало отношений. А что советуют учителя? Хранитель, космический предок, намерение поддерживает свет. Намерение поддерживает свет. Значит, смотрите, тут такая информация. Для учителей вы не выглядите сейчас как человек, который принял решение развиваться вот в этом новом направлении. Для учителей вы выглядите как человек, который пытается, вот знаете, на двух стульях усидеть. Вот такой образ мне идет. То есть вы как будто пытаетесь и заниматься старой деятельностью, и заниматься новой деятельностью. И что-то здесь
намерение поддерживает свет. Сейчас я еще из тени достану. Все-таки из тени достаю по одной карте. Знаете, какая вот информация? Как будто бы, ну вот вы такой человек, если вы за что беретесь, это уже как бы серьезно. А пока вы себе не сказали, что это мой выбор, и я этим буду заниматься серьезно, вы себе даете фору на отказ. То есть я могу свинтить в любой момент. А это полнолуние говорит, все-таки прими решение. Это тебе же на пользу пойдет, то есть ты как бы показываешь высшим силам, что это направление тобой выбрано осознанно. Так, что тут из тени? Угу. Да, вот смотрите, фея озорства. Фея озорства, да, несерьезные отношения. То есть, вот смотрите, еще раз хочу сказать, что вы не хотите сейчас слишком много брать на себя ответственности, потому что вы человек, который привык как раз-таки нести ответственность, скорее всего, за свой выбор. И пока вы выбираете позицию, я в это, ну, я попробую, я поиграю, я посмотрю, вот таким образом. И если что, я что-то отменю, как говорится, свой выбор. Но нет. Здесь как-то, знаете, вы продолжаете играть, вам советуют так, продолжайте играть в это, не стоит слишком серьезно, может быть, в это, ну, к этому, как сказать, не утяжеляйте энергии, вот что я пытаюсь вам передать, но все-таки берите ответственность. The Lady of Song, королева песни. Ну да, вам должно хотеться, желаться, это безусловно. И, кстати, тут раскрывается, возможно, ваш дар еще горловая чакра. Кто знает, может быть, вы будете передавать информацию. The Queen of the Day. Ну вот опять-таки, смотрите, хочется определенности. Вот эта вот королева дня, хочется видеть как бы всю ясность внести в эту ситуацию. Но вам как будто бы говорят, живи в моменте здесь и сейчас. Сейчас все ясно. И на данный момент прими окончательное решение. Что ты собираешься делать именно сегодня? Ну вот у вас какая-то философия, то есть пойми, что ежедневно ты вливаешь свою энергию в какое-то действие, в конечном счете оно прорастает. И это не странно. То есть получается, вас ждут очень быстрые результаты, если вы перестанете их ждать. И ваш вот какой-то вот такой здесь урок, как будто бы больше наблюдай за настоящим, и будущее само подстроится, не надо за это переживать. Оно все будет как вот песня литься у вас. Но у вас, безусловно, определенная новая деятельность, и она для вас немножко непривычно, непонятно, и вот такой вот у вас рывок здесь. Ну вот смотрите, может быть, вас вдохновит карта Хранитель. Космический предок, намерение поддерживает свет. Смотрите, какая красивая эта карта. Все ваши намерения, все ваши истинные желания вашей души слышны во Вселенной и поддерживаются вашей духовной родней. Мне кажется, вы на правильном пути, и вам нужно развивать это направление. Просто, мне кажется, оно совсем не традиционное, совсем не то, чем вы занимались раньше. Потому что по королю монет, вот у меня ощущение, что вы привыкли к совсем другой деятельности. Ну, совершенно, вот как если бы вы начали эзотерикой заниматься, да, а занимались там, не знаю, были там врачом, юристом там или еще кем-то. То есть у вас очень резкий переход, и вот вы не уверены. Вы думаете, все-таки может быть уйти, но вот это полнолуние, оно все-таки это полнолуние принятия решения, внутреннего решения, причем
Неважно, вы можете о нем никому не говорить, но вот как нам показывают ваши предки духовные, они знают о вашем намерении. Вы можете в глубине себя это сказать, и это вся Вселенная услышит. Вот таким образом. Ну что, пальчики вверх, комментарии, подписочки, тайм-код, и это у нас 4-я позиция. И вы у нас дракон воды. Сейчас мы возьмем тотемчик для вас. Тотемчик – это лошадка. А лошадка прямо у нас жизнь с чистого листа, да? Тейвас. Так, и Ера, вы запускаете какую-то новую стратегию, долгосрочную, перспективную. Вот, и сейчас, что тут у вас? История настоящей любви. Ну, это ваше любимое дело. То ли вы его на новый уровень совершенно будете переводить. Тут вот, честно говоря, нового дела я не чувствую. Здесь я больше чувствую уровень, глубину, высоту, ширину. Здесь как-то вот так. То есть вы как расширяетесь, вы развиваетесь. Я здесь не чувствую нового. Да, вот паш монет, созревший плод, то есть действительно вы какие-то результаты получите по этому полнолунию, да. И 9 воздуха. Окончательное слово за вами, у вас есть все, чтобы получить желаемое. Да, вы получаете. Вот смотрите, ваше полнолуние – это полнолуние получения результатов. У вас завершается, наоборот, какой-то цикл, вы реально увидите результаты вашего труда, и они вас порадуют. Давайте посмотрим. Мы хатарианцы, любовь, молоко матери и рождение. Ну, рождение – это тоже результат вынашивания. Да? Вот 9 месяцев женщина вынашивает и рожает. То есть у вас во что-то вы так мощно вложились, это, скорее всего, прям дело вашей жизни – что-то вы очень любите, и вы получите результат. Кто-то, может, реально ребенка родит, конечно, тем более, что дракон воды, он тоже про роды, про вынашивание и так далее. Но у кого-то просто творческий проект очень, да. Но все равно вот ваша белая лошадка – это про экспансию, тем более, что она прям в пандан с энергией колесничего, да, она прям символизирует продвижение вперед. Вы продвигаете ваше дело, ваш бизнес, оно выходит на новый уровень. Что сказать про страхи? Пока не чувствую. Сейчас возьму еще. Из колоды теней, если что-то выскочит. Into minds. Неопределенность на вас вышла. Вот она какая. Окончательное слово за вами. Ну, значит, все-таки нужно принимать вам какое-то решение по поводу того дела, которым вы долгое время занимались. Как вариант могу сказать, это кризис в этом деле, и вам нужно решать, либо вы его продолжаете развивать, вкладываться, либо вы его закрываете. Такое страшное решение, потому что, вот понимаете, это может быть тот случай, когда исчерпанность, да, какая-то произошла. Вот вы что-то делали, и все, ну как бы развитие, может быть, закончилось, хотя вам это дело нравилось. Да, the remembrance, воспоминания. Это про прошлое, смотрите. У вас уходит какая-то вот ваша прошлая жизнь здесь фонит. Смотрите, она была хорошая, милая, прекрасная, но она уходит. Да, The Lady of Sorrows. Да, здесь какие-то сожаления, потому что какой-то прекрасный период, чудесный, позади. Ну, давайте тогда я пару карт, что ж там впереди, потому что 4-я позиция как-то
У вас все про прошлое, у вас закрываются двери в прошлое. Мгм. Хотя вы и результаты какие-то получаете интересные. М, Ну вот, принятие решения у вас как раз вот как у нас и шел настрой, нам дали императора, да, то есть рвущие путы, да, рвущие цепи. То есть та ситуация, которая раньше вас питала, она сейчас вас уже не обеспечивает вот этим вдохновением. Это кризис жанра в любом смысле. Это может быть развод, уход из семьи, да, это может быть там уход с работы, переезд. И вот эта вот ситуация, так все-таки, да, да или нет, нет или да. Вот вы и как бы жалко, потому что там вы вложились, и там вы и результаты получили. То есть что-то там дорогое, милое такое в этом всем. Да, привязанность к прошлому, привязанность к прошлому. Вот у вас интересное полнолуние. Вы будете принимать решения, да, оставлять это свое прошлое в прошлом. Исцеление, это хорошо. И празднование, празднование. Ну, смотрите, что вам сказать? Это чисто психологическая история. Это, знаете, как чемодан без ручки, который очень жалко бросить, но и тяжело очень нести. Вот. Если вы по-другому, с более исцеленным сознанием посмотрите на свою ситуацию, поскольку драконы воды, они всегда очень ранимые, и иногда преувеличивают, точнее, всегда преувеличивают эмоциональную нагрузку любого события. А если вы с холодным разумом, да, вот вам лошадочка, вот эта ваша лошадочка белая, она бежит вперед, обратите внимание, не останавливаясь. И вот вам говорят, даже не думайте, полный вперед. Полный вперед, дорогие мои друзья. Вот я вам еще дар вытащу сейчас, чтобы воодушевить. Какие дары вы получите, если вы рванете путы и вырветесь вперед. Так, дар для вас – это очищение ауры, да, а это хорошо, это исцеление, видите, это очищение, это обновление. Тут у нас наоборот еще и преобразование, возрождение, да. То есть, ну, классно, круто все, если вы преодолеете эмоциональную привязанность к прошлому. Вот такое у вас полнолуние, вот такой у вас прыжок веры. Прекрасного вам полнолуния я вам желаю. Пальчики кверху, подписочки. Люблю вас, нежно обнимаю. Рада, что вы всегда рядом со мной. Мои дорогие РД. Читайте под видео, там вы найдете мои контакты и ссылочку на звездные врата, которые скоро пройдут, врата колесничие. Еще раз вас всех приглашаю. Все, люблю, целую, нежно обнимаю. Пока-пока.